Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В связи с обстоятельствами, по техническим причинам, меня некоторое время не было, но я снова вернулась. Слава богу, все хорошо. Буду продолжать радовать вас. Дорогие мои друзья, для новичков подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также за личным раскладом обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Как со мной можно будет связаться, я укажу в описании к этому видео. И также для тех, кто будет спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение расклада находится на моем YouTube-канале «Империя Таро». Сегодня давайте посмотрим на такую тему, как поживает ваш предатель. Загадайте своего мужчину и давайте посмотрим, что за мужчина вообще сегодня к нам пришел. Угу. Интересно. Мужчина пришел такой. Хотите верьте, хотите нет, но мужчина, скорее всего, здесь кто-то постарался. У вас были здесь стабильные отношения, да? Мужчина каким-то образом все равно вкладывался. И я вам скажу, потерял, конечно, он эти стабильные отношения. Почему? Потому что не исключая того, что мужчина, ну понятно, да, то, что он вас предал, помимо этого, на этого мужчину было сделано, ну кто верит, это магия, да, постороннее лицо вмешалось. Вообще сам по себе мужчина перспективный, но на данный период времени этот мужчина, у него идут какие-то потери, да, у него какое-то помутнение в рассудке. Вот где у него был стабильный дом, да, вот сейчас у него нет стабильности в его жизни. Почему-то и, возможно, то, что и дела здесь не идут. Понимаете? Так, почему у тебя проблемы? Догулялся, догулялся. Сейчас, между прочим, я вам скажу, почему-то никто не оказывает ему помощи. Он как будто одиночкой остался. Понимаете? Вот раньше он вообще был такой мужчина любвеобильный, да? А сейчас вот он не чувствует вообще ни любви, ни поддержки, ничего. Злой, помимо этого, не исключая того, что сейчас у него отношения там, если даже он с кем-то находится, отношения могут быть на ножах. Вообще сам по себе такой вот мужчина, да, он не признает вот чью-то правду, он видит только себя, понимаете, и на данный период времени, ну, от него как будто все отвернулись, понимаете. Вот когда-то он кого-то, ну, соответственно, да, вас предал, и причем, я вам скажу, отмечал победу хорошо, а сейчас... Понимаете, все повернулось против него. Он на данный период времени не считает себя вообще мужчину таким, да, то, что его поддерживают, его любят. Ну, нет этого. Так, чё ж ты такой злой? Ага, ну, пожалуйста. Неправильное принял он решение, конечно. Оставил он вас, мужчина, здесь однозначно говорю вам, да, пошел не по тому пути. Здесь дьявол еще и перевернутый. Ну, знаете, как заманили. И когда он вас предавал, да, он был, я вам скажу, от вас очень легко отказался. Он просто повелся на соблазн, понимаете? Вот эта вот внутренняя дьявольская натура, да, его все-таки подгоняла, давай. Ну, пошел. Сначала это было все хорошо, кураж. Если он пьющий, пьянки, гулянки, девочки, все... Ну или та женщина, да, а потом бабах, попался сам в свою же и ловушку попался, понимаете, заманили, конечно, вашего мальчика, и после этого, да, сейчас он сам пребывает в зависимости, причем страшнейшая зависимость, возможно, да, то, что на нем еще и магия здесь есть, он, знаете как, ну, попался, и все это было связано с его решением. Так, а что за было решение, интересно, на тот период времени? Знаете как? Он хотел вообще вас, здесь, я так понимаю, мужчина, на тот период времени он думал то, что он будет гулять, понимаете, вас растопчет, у него все, жизнь началась, здесь пацан будет бегать, вообще он такой себя считает красивым, таким харизматичным мужчиной, да, а все получилось да наоборот, даже не исключая того, что между ног у него что-то не стоит сейчас, пошли, ну это тот же самый, не знаю, бумеранг можно, да, так сказать, ну за что боролся, на то и напоролся. Ну, ваш предатель как поживает? Ну, хреново все у него. Понимаете как? У него идут страшнейшие потери.
потери, недовольство. Что-то он так долго этого ждал, а тут бах и не получил. Харизматичность куда-то ушла. Понимаете? И еще могу добавить, ну-ка, что это за карта смерти у него там. Ну все, ясно. Карта смерти связана с тем, то, что он почему-то был, знаете как, с тем, то, что вы, вообще женщина, в его глазах, да, изменились, конечно. Вы его оборвали от себя, как, знаете, как сыночка от сиськи. Оторвали, и все, мальчик растерялся. Сейчас-то на данный период времени вы самодостаточная, понимаете, вы решительно, он вас боится, вашего решения, он видит то, что вы его к себе не подпускаете и не подпустите. Я так понимаю, вы когда с ним вместе, да, вместе были, да, проживали, какие-то были стабильные отношения, он этого не ценил. А вот когда вы стали той женщиной, которая категорически не видеть его, не слышать, может даже, понимаете, как обрезала его путь к себе, вот сейчас он вас зауважал, он видит то, что вы сейчас очень строгая по отношению к нему, он видит вас очень красивой, понимаете, он вообще любит самодостаточных женщин, и вы в его глазах такая вот самодостаточная, которая за собой ухаживает, любит себя в первую очередь, и он видит то, что абсолютно вы в нем не нуждаетесь, да. Вот теперь мечтает о такой женщине. Только он хочет, понимаете, чтобы вы этот меч спустили. Так, ну давайте. Так, посмотрим, а что, ну, в личной жизни, покажи. Что у тебя там в личной жизни, предатель? Все получает по справедливости за свой обман. Понимаете как? Он у вас мужчина такой эгоистичный сам по себе. Лживый. Кстати, возможно, то, что его поймали на лжи, да. И сейчас по справедливости все получает. Не исключая того, может, у кого-то он разводится. Ну и даже если он, может быть, с вами, может, у него вообще развод, да, происходит. Ну, все, что он заслужил из-за своего эгоизма. А здесь мужчина очень эгоцентричный, эгоист высшей категории. И за свои обманы все с ним по справедливости. Ну, что у него в доме, да, что у него в личной жизни? Ну, вот, получает все по справедливости, по шапке получает. Что у него еще в личной жизни? Ой, маленький наш мальчик разочаровался. Были у него хорошие, ну, семейные, не семейные, стабильные, хорошие, счастливые отношения, как он считает, да. А мальчик сделал неправильный выбор, и все. Понимаете, здесь страшнейшие идут разочарования, потери. Все это было связано с его выбором. А что ж у тебя, что с выбором, что у тебя там в личной жизни, а что ты недоволен своим выбором? А все, вашего пацана там размазали, теперь он жертва, понимаете, доигрался. Здесь он вот, видите как, он вообще любитель вести двойной образ жизни. Вот когда две пассии находятся, понимаете, а сейчас пацана прихлопнули. Причем у него сейчас такие вот душевное такое состояние, да, отвратительное. Он себя сейчас вот реально ощущает прям вот с жертвой жить, даже не исключая то, что у него мысли есть о суициде. Понимаете, здесь настолько сложная ситуация. Но он доигрался. Ну, пришло время расплачиваться за свои проделанные дела. Так, и отношения там, которые личной жизнью. Ну, пацана вашего прижали, все. А по поводу вас интересно, что он думает? Что думает? Ну, все, то, что вы сейчас, он о вас ничего не знает, вы для него, как-то, знаете, как непрочитанная книга. Я вам скажу, вы когда-то для него были постоянной женщиной, да? Он думал, то, что вас хорошо знал, а тут бах, сюрприз. Сейчас вообще о вас ничего не знает. Ну, доигрался. Причем, когда он был с вами, он, кстати, в ваш адрес ничего не делал. Абсолютно. И постоянно здесь был выбор у него. А тут все, теперь вы вышли из его жизни, из этих отношений, да, и я сейчас даже не исключаю, что он может очень сильно болеть, либо находиться в глубокой депрессии, понимаете? Он о вас ничего не знает. Вы сейчас никакой не даете информации, но то, что вы для него еще и мудрая, интуитивная женщина, да, это... Что он еще о вас на сегодня думает? То, что все, понимаете, как все колесо фортуны здесь от него отвернулось.
Вы от него закрылись, да, он видит, он знает то, что вы очень умная женщина, разносторонняя, возможно, да, творческая. И вообще у вас свой мир, и вы, конечно, здесь колоссально изменились. Он считает то, что вы его еще судьбоносная женщина, да. Но и помимо этого, конечно, вы взяли свою судьбу в свои руки, понимаете? И вы от него отвернулись абсолютно. И он понимает то, что не нужны вам его признание, прощение, понимаете, лапшу на уши здесь не повесишь, вы все уже, вы как в коконе для него, да, все, доступа к вам нет. Помимо этого не исключает то, что, может быть, вы, ну, здесь понятно, да, расстояние, может быть, даже в других странах, городах, и вообще, даже если на физическом уровне, может быть, вы до сих пор вместе по каким-то обстоятельствам проживаете на одной территории, но вы от него, понимаете, вы его не слышать, не видеть, вообще он для вас ноль. Так... А чувства на сегодня, интересно, у вашего предателя есть к вам? Чувства у него такие, да, то, что вы, конечно, для него вообще женщина, да. Он, кстати, думает то, что вы на него, может, что-то сделали. Почему у него такая непруха? Ну, то, что он отвечает, да, за то, что он вам когда-то причинил боль эту. И он, чувства у него такие, то что, ну, потерял он вас. Все, вы от него отвернулись здесь абсолютно. Что вы женщина такая, понимаете, вы не будете его щадить здесь. Он, кстати, думает, то, что у вас какие-то есть магические способности. Может, вы где-то его просматриваете, да? Ну, шанс потерял. Потерял он шанс. Все, то, что он вам больше не нужен. Ой. Так, чувства. Скажи, предатель есть ли? Конечно. Конечно, он бы хотел бы с вами, знаете как, начать бы все сначала. И вкладываться хочет. Почему? Потому что вы его императрица. Понимаете, вы главная все-таки женщина, в которую нужно вкладываться. Но я так понимаю, он раньше в вас особо не вкладывался, не слушал вас. А тут потерял вас и все, вспомнил то, что оказывается, здесь, если есть общие дети, да, ну, все равно и о детях думает то, что надо было работать, и хочет и работать, и все. А что ты по поводу императрицы еще скажешь? Как бы он хотел бы все это изменить? Изменить вот то, что ваш союз распался, да, возможно, произошел такой конфликт. Это была точка невозврата, да, после которого он... на тот период времени, я вам скажу, конечно, он больше слышал себя, да, он был уверен в том, что он поступает правильно. Ну и что, добился того, и сейчас он сам как отшельник, понимаете? Ну, хотел бы опять восстановить, но уже здесь башня произошла. Вы отстранились от него, вы в своем мире, понимаете, вы женщина такая, которая сейчас, скорее всего, думает о том, как восстановиться. Ну, а с этим предателем что здесь? На что-то... Итак, на что рассчитывает ваш предатель? Предатель по отношению к вам на что рассчитывает? На то, что рассчитывает, да, что вы все-таки опять в очередной раз простите его, да, не будете от него отдаляться, закрываться, бояться его. То, что вы будете также его любить, он все-таки рассчитывает на вас, правда, здесь. Что вы все-таки, знаете, он сейчас видит то, что вы стали высокомерны, вы сейчас, знаете, как та звезда, которую не достать. И он думает о том, чтобы вы спустились уже с небес. Понимаете, как? Любви вашей хочет, поддержки хочет. А зачем тебе эта женщина нужна? Зачем? Ну, а что он добился? Ну, все, кубок перевернулся, мальчик разочаровался здесь в жизни. Поверил в любовь, а любви нет. Понимаете? С вашей стороны. Он хочет, чтобы вы его любили. Понимаете? А то, что вы не проявляете никаких эмоций, ни поддержки, ничего, недоступны, этого мальчика очень сильно раздражает. Он следит, кстати, за вами. Но при этом здесь хочет отстаивать свое. А что ты еще от этой женщины хочешь, которая смотрит этот расклад? Чтобы, знаете как, я вам скажу, да? Чтобы вы перестали закрываться. И все-таки, смотрите, вы сейчас его вообще не воспринимаете как мужчину. Он для вас никто, как вот букашка, да? И то букашка значимее, чем этот кавалер. Ну, он что, он хочет быть снова вашим победителем, вашим мужчиной. Не исключая то, что мужчина здесь любит вообще авторитет, да? Старые закалки, да? Независимо, сколько ему лет, он считает то, что если он сказал, вот по столу так ударил, все должны молчать, только он здесь решает. А тут бах, вы показали ему, что ты никто и звать тебя никак. Ну, теперь вот хочет вернуться победителем только. Но в ваших глазах он не мужик вообще.
Так, ну, предатель, что еще в оконцовке скажешь той женщине, которую ты предал? Знаете как? Он хочет ворваться в вашу жизнь в качестве победителя, но он себя сдерживает. Причем осознанно, но очень хочет вас и сексуально, и вообще явиться. Знаете, почему ты себя сдерживаешь? Тяжело, проблемы есть. Энергии нет, понимаете? Энергии нет. А где ж наш тот принц, который все воевал? Вообще энергии нет. Сдулся ваш мальчик. Понимаете? Сдулся, его нет. Все. Проблемы у него. Что за проблемы у тебя, интересно, предатель? Что проблемы? Из-за его эгоизма, не исключая того, да, то, что он мог, кстати, потерять здесь и детей, да. Но он вообще привык, чтобы вообще, он ожидал, что вы пойдете его возвращать. Вот знаете, как вот, господи, спящая принцесса, да. Вот она сидит в башне, это он. А вы будете там сражаться со всеми драконами, да, и спасать его. Вот что он ожидал. И еще помимо этого, конечно, здесь мужчина настолько эгоцентричный, что прийти попросить прощения, это для него, знаете, как он просто себя перестанет уважать. Ну, самовлюбленный здесь, извините. Ну, мальчик такой. Что ты еще хочешь сказать? Вот так вот, пошел он. Знаете как, что вам еще хочет? Потерял он вас, не удержал, не смог удержать, понимаете? Сейчас он хочет и с вами и помириться, и как-то все равно наладить контакт. Почему? Потому что он считает то, что собственник, да, такой, вы его собственность, причем очень боится вас потерять здесь. Какое будущее, интересно, ты своей женщине хочешь передать? Все-таки мужчина хочет, извините. Хочет, но он понимает то, что статус он уже потерял, да и денег, наверное, у него не хватает на вас уже, все. Ну, а что только надежда на то, что между ног. Еще что ты хочешь, предатель, передать своей женщине? Все, уничтожили его. Лишился он стабильных отношений, если вы семьи лишился, да? Этому поспособствовал третьи лица, послушался. И причем он думал то, что он действовал правильно. Почему? Здесь же маг же перевернут. Я вам скажу, здесь манипулятор высшей категории, но из-за своих манипуляций он, конечно, потерял вас. И манипуляции его не прошли. Потери. Но не смог он сделать так, как ему выгодно. Понимаете, как потерял он. Потери тут... Возможно, из-за родственников, родственники, да, вмешивались. Ну, променял вас, как разменную монету, выбросил. А сейчас похватился, когда уже все, жизнь рушится, одни проблемы. Сам находится в зависимости с деньгами, потери. Везде проблемы. И тут бах, о вас вспомнил. А оказывается, у него там и любовь есть, и вы самая лучшая женщина, да. Сначала вас хотел растоптать. Все. А тут жизнь показала ему, что нет, братец. За все нужно платить. И вот, пожалуйста. Теперь он, кстати, себя чувствует вообще ничтожным мужчиной. Что ты еще напоследок, что ты передашь своей женщине, которую ты предал? Что ты еще передаешь? Ну, все то, что он, понимаете, он вам сердце разбил. Мужчина доигрался со своими конфликтами, разборками. Здесь вообще мужчина такой, который, понимаете, в женщине видит соперницу, конкурирует с ней, обижается. А тут теперь он понимает то, что все, он вам, вернее, не нужен, он для вас конфликтный, ненормальный, обидчивый. Ну и до этого же вам говорила то, что он для вас не мужик. Он передает то, что сердце у него разбито. У него, кстати, сейчас происходят очень большие конфликты в жизни, внутренние, да. У него сердце побаливает, сейчас у него очень много проблем, не исключая того, да, то, что те отношения, которые сейчас у него есть, там происходит каждый божий день конфликт. Вот не зря же вам говорила то, что там отношения, возможно, на ножах. Вот и здесь выходит так, то, что с вашим уходом, да, как будто все, вот эта вот радость, благополучие, да, супруги вы были, либо нет, разницы здесь нет. Просто были стабильные, длительные отношения, вас не стало, и все. И вот пошел вот как вот бумеранг, что сейчас страдает, вообще не видит никакого будущего. Хотя манипулятор высшей категории. Он, когда от вас отказывался, он думал то, что ничего, пошла-ка ты, и у меня будет все прекрасно. Он же от вас уходил спокойно же, с легкой душой. Он считал себя правым. А тут, понимаете, жизнь показала ему обратную сторону медали. Вот так вот. Так что можете не переживать. Ваш предатель на данный период времени получает все по заслугам.
Вы для него женщина все-таки судьбоносная, не исключая того, да, то, что у вас были отношения кармические, что это вместе, потом расходятся, опять вместе, такие вот цикличные отношения. Но сейчас он понял то, что выбор оказался для него не тем, которого он ожидал. Не исключая, да, то, что он... Так, а что-то интересно с этим выбором? Что ты ожидал от этого выбора? Пироги, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть обратную связь. Всех благодарю. И, как всегда, скажу, до скорой встречи.